Уважаемые собственники и генеральные директора, сегодня мы обсуждаем ситуацию, когда ваше производство постоянно срывает заказы. Обещали клиенту к 15 числу отгрузить, отгрузили 25, или не отгрузили в этом месяце вообще, перенесли на следующий. Заказчики ваши злятся, репутация падает, штрафы и пени выставляют по договорам. Соответственно, на ваш счет деньги от клиентов вы получаете позже, чем планировали в БДДС, бюджете денежных движения средств. Касса ваша пуста, опять зарплату платить нечем, а еще в придачу продолжают расти ваша оборотка и незавершенка. Если это про вашу компанию и бизнес, тогда этот ролик для вас. В этом коротком блиц-ролике рассмотрим одну проблему. Как остановить срывы заказов в вашей компании, одно решение и без воды. Почему ваше производство снова срывает заказ? Вы задаетесь этим вопросом каждый раз в таких ситуациях. Вам же обещали продажи и производство на совещаниях, что отгрузят вовремя. Будет все нормально, а в итоге нет. Срывает на неделю, а то и на плюс месяц-два. Причины, которые вам они называют: станки старые, ломаются часто, людей нет, снабжение подвело, клиент поменял условия и еще 100-500 отговорок вам озвучат ваши топ-менеджеры. Все это уже следствие. Настоящая причина во всех этих отговорках на самом деле всего одна – несистемное управление в компании. Ну или часто ее отсутствие. Все держится на матерном слове и ручном управлении. Разберем типовую ситуацию. У вас есть план продаж. Менеджер взял заказ, передал в производство. Дальше черная дыра. План закупок не синхронизирован, загрузка цеха непрозрачна, финансист видит цифры, но не видит, как зависла деталь. Конструктора еще не разработали нужное РКД, технологи пишут технологии. И каждая служба вроде пашет на 200% своей загрузки, задерживается после работы. Вы некоторые подразделения выводите с двойной оплатой, чтобы по их направлению нагнать работу в выходные. И когда подходит срок изготовления или отгрузки по определенному договору, выясняется, что компонент не заказан, станок занят, люди на другом заказе трудятся. Что делает собственник или генеральный директор? Конечно, едет в цех, кричит, ругается на начальников цеха, на мастеров, меняет приоритеты в цеху, срывает другой заказ, тушит пожар, занимается ручным управлением производством через голову директора производства или своего операционного директора. Не знаю, какая у вас сейчас структура, уважаемые зрители, поэтому бывает по-разному, либо операционного, либо директора по производству. А через месяц это повторяется снова и снова, потому что вы лечите уже следствие, а не причину. А еще в конце года в компаниях происходит так называемая клюшка. Есть такой термин. Что это такое, если не знакомы с этим термином? Это когда компания занимается первый, второй, третий квартал несистемным управлением, а что еще хуже, ИБД, имитацией бурной деятельности, и презентациями, отчетами. Ну и, конечно, на конец года, в четвертом квартале, они срочно начинают толпой спасать годовые планы и выручку. И вся отгрузка готовой продукции, как клюшка, поднимается с первого, второго, третьего квартала на четвертый квартал. А в январе-феврале еще дозакрывает этот прошедший год. И эти клюшки вижу с 2010 года по всей России. Особенно этими клюшками славятся госкомпании. Коммерческие компании, они молодцы в этом плане. Они более сбалансированно отгружают продукцию в течение всего года, так как у них нет госбюджета, льготных кредитов и господдержки. И этот цикл срыв, пожар, клюшка, срыв длится годами, потому что вы лечите следствие, а не причину. И вот что самое обидное для руководителей и собственников бывает. Вы уже поперепробовали разные модные решения, инструменты для управления. Хотели как лучше, а результаты от внедрения не те, на которые вы рассчитывали в самом начале. Вы внедряете ERP за 50 или 200 миллионов рублей. Отчет ваш стал, конечно, красивее. На мониторе экрана все цифры, а срывы так и не уходят от вас. Они остались на вашем производстве. И за каждый срыв, как молотком по голове, вам приходится получать от клиентов недовольство, раздражение и успокаивать их, договариваясь ежемесячно об очередном переносе срока по их договору или договорам. Вы нанимаете директора производства с МБА, через полгода он сам от вас ушел или вы сами его уволили, недовольны его работой в производстве. Сделали четкий KPI для цеха на месяц. Еще сверху еженедельно ставите задачи в протокол на директорских своих совещаниях. Люди вроде отчитываются по протоколам, но готовые детали в срок в цехах так и не появляются. И очередная отгрузка снова сорвана. Что за беда? Почему вам не помогли новые модные решения, инструменты управления? Ваш жесткий контроль по протоколам, да еще и с привлечением 7 секретарей для контроля этих поручений.
Потому что вы автоматизировали хаос, поставили KPI и инструменты BPN на больную систему и сверху еще в нагрузку на своих топов накинули бюрократию с 7 надзирателями секретарей. Топы в течение дня до 17:00 собирают отчеты по своей службе, потом отчитываются этим 7 секретарям. А еще эти секретари, бывает, звонят по одному и тому же поручению. Сам это видел вживую. В 3 голоса одному ответственному по очереди в течение часа. И он каждому отвечает, тратя на это много своего времени. Это каламбур управления. Плюс между отчетами топы ходят по совещаниям различным. И только после 17:00, когда секретари ушли домой, они только начинают заниматься своей непосредственной работой управленца. И вы так продолжаете управлять компанией вручную через отчеты и протоколы. А объем ручного управления уже превышает возможности человека в 8-часовом дне. Производство – это сложная система, а еще надо уметь управлять синхронно и производством, и другими функциями компании, чтобы они работали в такт друг с другом. Управлять через постановку задач, а не через систему – это в принципе невозможно в современном мире. Заказов становится все больше, номенклатура шире, а вы все так же бегаете с блокнотом и еще создали 30 чатов в мессенджере для контроля, кто что сделал, и отчитывается каждый день в этих чатах с утра и вечером. И вы думаете, что с помощью этих чатов вы удержите управляемость компании. Нет, это не так. Вы сидите весь день в этих чатах, переписываетесь с руководителями и сотрудниками, а на остальное у вас и у ваших подчиненных времени вообще нет. Еще обложились совещаниями по спасанию заказов, и все это повторяется каждый день. Если вам эта ситуация близка, я вам не завидую. В таком режиме лет 5-10 работы и ваше здоровье можно положить на полку. Ну а про время на семью, себя, спорт я вообще молчу. Господа собственники, генеральные директора и топ-менеджеры, пора что-то менять. И, наверное, вы хотите в отпуск. И напишите, кстати, в комментариях, как часто вы ходите в отпуск. Если вы не уйдете от старых методов управления, будет только хуже. Старые методы – это ручное управление и обвесы на вашу компанию всякими модными игрушками по типу ERP, Agile, PMBOK, BPMN, Lean, 5S и множество других. Если у вас нет главного каркаса управления, то хоть сколько модных обвесов не вешай, механизм управления вашей компанией системно не заработает. Все эти инструменты управления будут висеть в воздухе. Хуже, чем текущий хаос в управлении, это только одно. Ничего не менять в ваших управленческих процессах, оставить все как есть. Посмотрите ролик, ссылка наверху, про новый тренд в России BPMN. Его прямо сейчас везде внедряют, с 2020 года примерно. Как раньше играли с ERP, Lean, PMBOK и Agile, теперь все побежали за новой игрушкой и ждут от BPMN маны небесной. Они все эти модные игрушки, конечно, полезны, но внедрять их нужно, когда у вас уже есть фундамент, архитектура управления. Смотрите мой первый плейлист из 14 серий, где детально вы сможете познакомиться с главным каркасом управления для ваших компаний и бизнеса. Ссылка вверху на экране на этот плейлист. А вот после внедрения архитектуры управления вы можете вешать любые модные обвесы и улучшайзеры, и у вас будет повышаться эффективность. Выход есть. И он не в том, чтобы купить еще один станок или нанять еще одного мастера. Решение понятное и простое. Строим систему для бизнеса, которая синхронизирует ваши продажи, закупки, производство, финансы и другие операционные процессы в вашей компании. Я называю эту систему архитектурой управления. Как это работает в кейсе со срывами в производстве? Шаг первый. Мы проектируем сквозной процесс компании от жизненного цикла ваших продуктов или услуг. От заявки клиента, производства до отгрузки. Проектируем правильную операционную финансовую модель компании, с зонами ответственности, с нормативами и ценным конечным продуктом для каждой функции. Регулируем стыки между вашими всеми функциями, основными и вспомогательными. Все разрабатывается от стратегии и целей вашего бизнеса. Шаг 2. Встраиваем контрольные точки на жизненном цикле продукта и опермодели соответственно. Не для отчетов, а для управления. Вы видите, где завис любой ваш заказ еще до того, как будет сорван срок отгрузки. Шаг 3. Настраиваем синхронизацию деятельности функций между собой по срокам через сквозное планирование, план продаж, план закупок, загрузка производства, все работает слаженно. Цифры в планах не будут жить отдельно, они работают в жесткой связке. Шаг 4. Убираем ручное управление. Система показывает отклонения. Вы не бегаете с ведром, вы смотрите на пульт управления, единый дашборд вашей компании. Одни данные, одна правда, теперь для всех подразделений вашей компании. Первые результаты вы увидите в вашей компании уже через 3-4 месяца после начала развертывания этих 4 блоков архитектуры управления. Сроки срываются в 3 раза реже. Вы перестаете жить в цеху.
Производительность растет, деньги не застревают в незавершенке. Это не очередная модная игрушка с Запада, это конкретная система, отработанная на практике в России и Киргизии. Она выстраивалась и кристаллизовалась в методологию на моем 25-летнем опыте в промышленности, постепенно и через реальную проверку боем. Выбирал лучшее и наоборот исключил блоки, которые не давали положительных результатов при настройке системного управления компаниями и бизнесом. Этот кейс со срывом заказов в производстве один из сотен. В каждом своя боль, свое решение. Если вы узнали себя, если ваше производство срывает заказы, а вы бегаете с ведром и постоянно тушите пожары за своих подчиненных, не ждите следующего срыва. Напишите мне в Telegram слово «разбор». Ссылка в описании канала, ролика, и мы разберем вашу ситуацию и боли. Скажу, с чего начать именно вам. Также провожу полный аудит ваших управленческих процессов в компании и при необходимости откроем полномасштабный проект по проектированию и внедрению архитектуры управления для вас и вашего бизнеса. И помните, хаос не лечится криком, ERP, BPMN или другой модной игрушкой. Хаос лечится системой. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующие выпуски. И помните, хаос не лечится через задачи и протоколы, он лечится системой. А систему можно построить. Быть сильным руководителем – это ремесло, и ему можно научиться. Увидимся в следующем ролике. Всем удачи!